Привет, друзья мои! Мы сегодня в гостях у Виктора Жуковского. Он пригласил посмотреть на свой участок. Вот 9 сегодня мая, и он сегодня раскрывает виноград. И вообще посмотреть, как у него это происходит. И с ним мы прививку винограда в штамп. Я видео разделю на две части. В общем, будет, наверное, отдельное видео на прививку и отдельное видео просто такое обзорное, как у него тут персики растут, как у него виноград растет и все остальное. Итак, смотрим. 40 соток или сколько? 25. 25, 25, блин. Ну, выглядит как 40. Короче, вот. Все под виноград почти шло. Ну, тут была малина, тоже будет виноград уже сейчас. А это? Это малина. Малина. Ну, тоже покушать. Это виноград. И еще, вот, да, вот еще красиво, как цветет персик. Вообще огонь. Он только-только начинает. Проскочил заморозки. Надеемся, больше не будет их. Вот такая красотень. Слушай, розовенький такой. Я таких не видел. Ну, честно говоря, у нас персик мало у кого растет. Не рискуют. Ну, вызревает суперовский. Вот и... Ну, у кого растет буквально год-два, то зимы не перезимовывают, то еще что-то там с ними не так. В прошлом году вот было 32 мороза, ни одного цветка не было вообще. Ни здесь, ни на том персике, ну, главное, ни одного. Дерево хоть живое осталось. Ну да, выходил. Я его, конечно, тут и кормил, и обрабатывал, и тут... Ну, выходил нормально, супер. В этом году будем с персиком. Вкуснючий, супер вообще. То есть у нас уже таких не Когда он, привозят. говоришь, созревает? Где-то числа 10 августа. Ну все, жди. Никаких. С ведром. Ну, с ведром-то нет. Но покушать будет что. Ну, прикольно. Урожай был, как бы ты доволен, да? Ну, есть, я же тебе сбрасывал. Ты Да. Если надо, я еще могу сбросить. Красивый, да. Да, скинь, обнови, я вставлю туда. Ну. Гуна, пол куста было, вот эта часть была закопана, да? Да, землей. Закопана. А вот эта Вот часть, почка уже набухла. ну такая, да. А вот Уже это пошла. было под спонбондом просто к земле пригнуто и накрыто спонбондом. Ну здесь уже тогда немножко. Да, здесь уже вон почки. Результат более такой. И на маршале Фоше тоже такой же результат. Я тоже половину прикапывал, половину спонбондом. То же самое. То есть, ну, в принципе, я думаю, что эти шалаши и все в следующем году просто купил огромный рулон по оптовой цене 60-го спонбонда и просто буду спонбондом укрывать. Вот на бок положил, спонбонд. Так подожди, землей ты это не будешь? Уже укрывать? не буду, все, наверное. Ну, Потому тяжело. что в прошлом году ты говорил, что как раз таки нет, буду Так классно, все, закопал я за день, раскапываю 100 кустов уже третий день. Короче, опять возвращаемся все-таки к сухому укрытию. Да, я шалаши делать не буду, там вот это все. Просто накрыл? На землю положил, накрыл кирпичами и пошел. Все, не буду заморачиваться даже, потому что... Раскрываешь вот только сейчас, вот на 9, на 9, ну там 8 мая начал раскрывать. Да, 7, 8, 9, вот, в принципе. Ну, тут так, это весь молодняк, он у тебя пока еще Это в прошлом году я с открытой корневой сам выращивал. Вот, бушует. У меня некрота какой-то. У меня краты тоже с ума сходят. У меня один, видно, вырос такой, что у него, наверное, трактор свой, такие кучи валит. Школка, вот, что мы снимали, это все из моей школки. Все высажено из школки, поэтому. А вот еще там интересный эксперимент сейчас. Месяц я просто всовывал. Есть у меня видео, я тебе сброшу. Просто всовывал посмотреть. Ну вот ради эксперимента в этом году сегодня 29 ноября 21 год. Пробую ради эксперимента попробовать вот таким методом высадить черенки в зиму. Получается вот чуть-чуть больше делаем. Потом под наклоном в сторону протыкаем. Наклон на север делаем, чтобы берем почку. Почечкой вверх. И вот так вот туда. Опа. Потом ставлю вот так. И все укрываю вот таким вот верхним слоем. Вот травой. Аккуратно разрываю. И получается вот такие вот холмики. Вот 4 штуки технаря я в этом году. Сегодня посадил. Идет дождик. Завтра уже мороз. Ну, весной посмотрим, попробую. Если кому интересно. Посмотрим. Говорят, что это очень неплохой способ
И очень сильные кусты получаются. Ну, посмотрим ради эксперимента. Забыл еще сказать, прежде чем были они высажены в землю, 3% железный купорос, все пробирковано. Вот мой участок, кто-то уже его видел. Весь виноград у меня уже закопан как 2 недели, поэтому весна 22-го нам все покажет. Эксперимент в Беларуси, на Украине это все получается. Посмотрим, как получится у нас. И вы укоренились, да? Интересно, не знаю, как укоренились, но вот почка уже вот идет. Я думаю, что это тоже я на Украине я увидел. Хочу попробовать, потому что должны быть хорошие кусты. Ну, птичка, да, все серьезно. Птички. А, И, ты говорил, что результат даже есть кстати, в какой-то. прошлом году ни одну ягоду не клюнули. Вообще. Хотя у меня дрозды, здесь серый дрозд, у меня тут орудует по клубнике. В прошлом году, либо, может, это и от птиц, но не было поклевано ничего. Потому что и маршал Фош, они любители поесть, и это, ну. Экипировка у тебя серьезная, спецназ просто нервно курит. Ну, удобно, раз. Это строительные какие-то, да, наколенники? Да, наколенники строительные, то есть я купил, потому что, ну, постоишь на коленях, то воспаляются. Колени тоже что-нибудь подкладывать. Конечно, и мокрые будут, и болеть, там что угодно. Поэтому, и пачкаться. да. Хм. Вот все морозы выждал. Хитрец на самом деле. Да, Да, и- вот заморозки сейчас закончились. Да, и вот он начал. Вот Обычно он вот пошел. косяк персика Ну, как раз в том, что Косяк вот у меня. он рано цветет и попадает у нас Вот всегда под косяк с заморозки. ними. Вот это косяк. Ну, Есть- нормально, живое, не Ну, побило. живой, да. В прошлом году попал он под заморозки. Он уже заканчивает цветение. Пчела. Так это что, тоже персик или что? Это абрикос. Абрикос. Это абрикос. Жарделька такая, ему уже много-много лет. Ага. Вот, а вот еще интересная вещь. Вот делаю такие пояса тоже, может кому-то пригодится. Очень элементарно, дешево и быстро. А из чего это? Это получается обычный малярный скотч, он стоит там 4-5 рублей. Ага. Большая бухта, заматываю. И 4 с копейками. Есть такой клей от крыс. И сейчас уже появился клей мыши крысы, и появился от этого. И просто по кругу раз, и вот он потом. Муравья нет. Был муравей, вот я делал неделю назад, муравья было Ну, так море. я смотрю, они все здесь А поприлипали. это мухи Тут эти в самые. основном мухи, кстати. Муравей, что интересно, вот он долазит. Опа, все. И Не разворачивается. прилипает, зараза, не прилипает. Нет. И все, уходит и больше не приходит. Не рискует. А короче. остальные, которые тут остались, они падают просто сами. Так, вот ловчий этот пояс. А, все, в тюбике, клейкая какая-то Да, масса. и только в перчатках, потому что потом руки только бензином. Да, не отмывайся. Нет. Короче, скотч этот, Да, скотч, малярный скотч. малярный вот это скотч вот и по мазануть кругу, сверху. да. И вон оно работает шикарно. Ну вот, и результат будет. Муравья нравится. нет, ни Ага. на одном дереве. Ну и все. Ну, первой тли зато не будет на дереве. Вот та тля, которую несет муравей, первую несет муравей, а вторая уже нашествие тли, уже она летит. Ну, там уже надо, да, работать. А здесь можно так спастись, меньше химии. Ну, красиво цветет. Все подрезано, все грамотно. Ну, тоже учился. Ну, Вот все, летом режу. приедем дегустировать. Никаких проблем, я всегда приглашаю. Вино есть. Кроты. А вот, да, буянят. кроты. У него, наверное, такой здоровый, что у него трактор свой. Он роет. Наверное, бульдозер. Надо отлавливать, я ловлю их, поэтому. Вот у тебя как раз... А, это не электрический, это такой... Нет, это обычно. Качалка такая, да? Носочек. Жук. И как, доволен? Электрический ты не хочешь, насколько я помню. Ну, доволен, да, но задумаюсь про электрический. Короче, ни разу не реклама, вот от слизней. Вот такая Да, штуковина вообще мне белорусская понравилось. Лезут, ну, в баночку, я не в баночку, в крышечку от этого самого насыпаю. Короче, И товарищи производители, вы мне должны за рекламу. То есть вещь суперовская. Мгм. В прошлом году мне очень понравилось. Это просто гранулы сыпешь? И Да, гранулчики, вот они синенькие такие, сейчас я покажу. Вот, синенькие Всё, гранулы. Вот такого вот столько насыпаешь в крышку от, ну, от банки Мгм. металлическую и А, расставляешь. не просто рассыпаешь, а именно в емкость какую-то, да? Чтобы они... Ну, лучше, да, они лезут как сумасшедшие. Я понял. И все, и потом заползает, и все.